Путин официально одобрил решение. Контакты между РФ и Украиной в Стамбуле. Инцидент на море в Балтике. Эстония предприняла попытку остановить российское судно с применением вертолета и десантной группы. В ситуацию вмешался российский истребитель, нарушивший воздушное пространство Эстонии. Комментарии обеих сторон. Подозрительные агенты. В Берлине утверждают, что Россия нанимает украинцев для диверсий на территории Европы. Резонансное задержание в ФРГ. Где именно могли произойти взрывы? Зеленского оставили в стороне. Приветствую всех. Вы смотрите Протек, кратко, по сути и о главном, что обсуждают по всему миру. Есть что сказать? Высказывайтесь в комментариях, делитесь мнением и отвечайте на вопросы. Пора начинать. Начнем с событий в Балтийском море. Эстония предприняла попытку перехватить российское теневое судно в международных водах. Настоящая драма развернулась в Финском заливе. Военные Таллина хотели остановить гражданское судно «Ягуар» под габонским флагом. По информации разведки Украины и Greenpeace, оно является частью российского флота, созданного для обхода санкций. Согласно публикациям российских телеграм-каналов, эстонские военные вышли в нейтральные воды и потребовали изменить курс судна в сторону Эстонии для проверки. Дважды была предпринята попытка высадки с вертолета, но команда «Ягуар» отказалась выполнять требования. С вертолетами подлетают, требуют остановиться. По заявлениям, осмотр так и не состоялся, и судно продолжило движение к Приморску, в Ленобласти. Ситуацию усугубил Су-35, который, как сообщается, был направлен на поддержку и сопровождал корабль до российских территориальных вод. The Insider отмечает, что данные Маринетрафик подтверждают, «Ягуар» находился вне территориальных вод. Тем временем эстонские власти сообщили, что российский Су-35 нарушил их воздушное пространство у полуострова Юминда. Инцидент длился менее минуты, но этого хватило, чтобы МИД Эстонии отреагировал. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, временный поверенный РФ был вызван в министерство для вручения ноты протеста по поводу инцидента. Он подчеркнул, что это серьезный случай и недопустимое нарушение. По информации Минобороны Эстонии, страна отслеживает проходящие в Балтике суда. Это судно вызвало подозрения, и возникла необходимость проверить его регистрацию. В апреле, напомню, эстонские военные уже останавливали танкер Кивала под флагом Джибути, который тоже мог принадлежать российскому теневому флоту. Как вам такая морская драма? Что думаете о кадрах, появившихся в сети? А теперь о другом. Зеленского не приглашают. США выступают против участия украинского лидера в июньском саммите НАТО в Гааге. Об этом пишет Анса, ссылаясь на дипломатов-союзников. На текущий момент приглашение получили только партнеры из Азии – Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Почти все союзники выразили недоумение решением Вашингтона. На данный момент, хотя ситуация может измениться, встречи на уровне лидеров Совета НАТО Украина не планируется. Один из вариантов – проведение встречи на уровне глав МИД и Минобороны, которые все равно будут на саммите. Макрон и другие лидеры уже прямо говорят, Украина не будет принята в НАТО. Президент Франции прямо заявил, раз уж Киев не вступит в альянс, Франция предлагает отправить миротворцев подальше от линии фронта в рамках совместной миссии. Канцлер Германии сделал громкое заявление. Германия не участвует в конфликте и не собирается. Но и посредником Берлин быть не намерен. Мерц заявил, что позиция страны однозначна. Германия поддерживает украинцев и европейские демократические ценности. Во время своей первой речи в Бундестаге на этом посту Мерц подчеркнул, Германия должна быть готова к защите, чтобы не оказаться застигнутой врасплох. Он также пообещал усилить Бундесвер, сделав его самой мощной армией Европы. Канцлер отметил, что это важно для самой крупной и развитой экономики Европы. Партнеры ждут от Германии этой инициативы, а некоторые даже настаивают. Зеленский заявил, что Украина не выдержит еще десятилетия войны, и России это тоже дорого обойдется. Тем временем Киев и Москва направляют делегации в Турцию. Зеленский накануне подчеркнул важность встречи, к участию в которой приглашал Путина. Президент Украины осознает различия во взглядах с российским лидером, но надеется на результат. Прекращение огня или обмен пленными по формуле всех на всех. Также в Киеве говорят, что ситуация на грани, никто не знает, что принесет завтрашний день. Зеленский подчеркнул, ждет, кого пришлет Москва, тогда станет ясно, какие действия предпримет Украина. Пока сигналы неубедительны. В то же время, в медиа обсуждается возможный визит Трампа в Турцию. Это может стать сильным фактором. Неделя может стать переломной,
или не стать. Украина открыта к диалогу в любом формате. Поездку в Турцию Зеленского будет сопровождать Ермак. В интервью Le Monde он заявил, переговоры должны начаться с полного прекращения огня. Ермак считает, что с военной точки зрения 1 месяца перемирия недостаточно, чтобы изменить ситуацию, но этого времени хватит для формирования переговорных групп и обсуждения механизмов контроля за соблюдением режима. Если переговоров не будет, это станет сигналом союзникам, прежде всего США, что необходимо усилить давление на Россию. В том числе с помощью санкций, которые готовят Линдси Грэм и другие сенаторы. Эти меры будут направлены на энергетический и финансовый секторы. По их мнению, российская экономика не выдержит такой нагрузки. Интрига сохраняется. Прибудет ли Путин? СМИ со ссылкой на источники утверждают, что нет. Но появится ли Трамп? Он сам обещал важные заявления в ближайшие дни. Трамп назвал встречу критически важной и выразил уверенность в ее потенциале. Хотя Bloomberg утверждает, что Турция не ждет его визита. Там готовы принять его, если он решит прибыть, особенно в случае появления Путина. Окончательное решение, участвует ли в этом политическом диалоге Трамп, остается за ним. CNN пишет, что ответ от него может поступить в ближайшие дни. Эксперты уверены, напряжение нарастает. Арыси Луцевич, замдиректора Chatham House, подчеркивает, пока не ясно, готов ли Трамп применять концепцию силы ради мира. Понятно одно, он раздражен действиями Путина и считает, что тот требует слишком многого. Но никаких реальных шагов по давлению на Россию от Трампа пока не последовало. А между тем, Путин мог получить совет от друга, президента Бразилии. Лула да Сильва ненадолго приземлился в Москве по пути из Китая, официально, для дозаправки. В эти 3 часа он поговорил с Путиным по телефону, личной встречи не было. Ранее Лула заявлял, что ему достаточно одного звонка, чтобы убедить Путина прилететь в Турцию. Спасибо вам за ваши комментарии и поддержку лайками. Все новости за неделю собраны в специальном плейлисте. Переходите и смотрите. До новых встреч!